Здрасте, с вами Даня Крастер. Сегодня у нас видос про краш-тест. Мы будем убивать токарный станок, как бы мне его не было жаль. Короче говоря, сегодня у нас испытуемый вот такой вот маленький токарный станочек хоббийного типа. Модель у него называется... сейчас, секунду. Jet BD7. Один из самых дешевых в серии. Сегодня мы посмотрим, что вообще он могет, какие операции можно на нем делать. Сравним его с нашим большим, поймем плюсы-минусы, кому пригодится такой, кому стоит уже заглядеться на такой, если вы вообще рассматриваете покупку токарного станка. Ну и, конечно же, устроим краш-тест. То есть у нас сегодня максимальная задача его сломать и посмотреть, что сломается первым. И первое, с чего бы я хотел начать, это... О, стамесы! Какими судьбами? Ну вот, рядом пролетал. Решил к старому другу заскочить. Может, прокатимся на бричке? На бричке? На бричке. Но если только подарков женщине затарим. И видос надо сегодня доснять. А затарим, конечно. Походу, видос ты не доснимешь сегодня. Да какой нафиг видос, блин? Видос до завтра подождет. Я к 8 марта не шарю, что дарить. А я своей жене уже давно приобрел подарочек. Да? Спасибо Яндекс.Плюсу. Не, ну про Кинопоиск, HD и музыку я давно наслышан. Но я же не подарю сериал или чей-то альбом. Ну, конечно, нет, не перебивай. Специально для таких, как ты, тут появился мега-подгон. Сейчас покажу. Давай. Яндекс знает, как иногда сложно подобрать подарок для близких, и поэтому запустил помощника в этом нелегком выборе. Просто залогинься и ответь, кому планируешь сделать подарок. По итогам теста ты получишь подборку товаров с разными ценами, которую составил специальный алгоритм вместе с Ильей Лагутенко. А с результата теста ты можешь сразу перейти на соответствующий товар в Яндекс.Маркете и тут же его приобрести. Я вообще за своими баллами оплатил подарок. Да? Ща, погодь. Ну, чтобы начнем отсюда выбираться. Ща, погоди, ща я бабушке подарок выберу и идем. Если ты до сих пор не выбрал подарок, переходи по ссылке под этим видео и присоединяйся к плюсу. Отвлекают всякие, черт возьми. Итак, первое, с чего бы я хотел начать, это немного поточить на этом станке и посмотреть, что он вообще из себя могет, что он из себя представляет. Зажимаем резец. Самый первый станок у меня токарный по металлу был, кстати, тоже Jet BD13W, по-моему, если мне не изменяет память. Были проблемы в городе Королев с поиском резцов, на самом деле. Все через интернет. Для маленьких станков вообще проблема найти резцы, на самом деле. Из Китая можно заказать, с Алиэкспресса какого-нибудь. Благо, что для станков побольше у нас остались громадные склады, типа 16К20 для 16 миллиметров и 20 миллиметров державок. Здесь у нас сколько получается? 8 миллиметров? Да, 8 на 8. Малюсенькие резечики. Чем вообще этот станок отличается от того большого нашего станка, на котором мы работаем? Собственно говоря, здесь есть гитара вместо коробки передач. Что такое гитара? Вы можете обратить внимание на вот эти вот шестеренки, и чтобы вам точить разные резьбы, здесь можно нарезать резьбы на этом станке, и чтобы менять шаг резьбы, надо перебирать вот эту вот гитару. Процедура на самом деле достаточно геморройная, ну как по мне. То есть надо помнить, в каком положении, скольки зубцовые шестерни должны у вас стоять, на каком месте. И чтобы нарезать иной раз винт, уходит, наверное, полчаса на эту переборку. К тому же на прошлом станке у меня не хватало шестерен, и это превращалось в адский геморрой, потому что он был бэушный. Здесь же можно выпускать поточное производство одинаковых деталей устроить. Нам это совсем не подходит, потому что у нас каждая деталь в единственном экземпляре уникальная, можно сказать, ну если там только 4-5 одинаковых болтиков будет с резьбой. Но все же это не очень удобно для именно наших целей. Также у него нет поперечной подачи, то есть здесь она осуществляется вручную кручением. Что хорошо, этот станок имеет регулятор
скорость. Здесь вы можете управлять оборотами, вращая маленький регулятор. Соответственно, на большом станке это делается уже с помощью подач. Здесь можно себе позволить такую технологию. Почему? Да потому. И на нижней передаче он выдает 1200 оборотов. Соответственно, на верхней 2820 на верхней. Я пока оставлю вот эту, вторую передачу. Вот этот рычаг у нас регулирует продольную подачу туда-сюда. Соответственно, в этом положении он будет крутить. Он будет двигаться в эту сторону. Если мы переключим вот сюда, он будет, соответственно, снимать в эту сторону. Есть небольшие нюансы в использовании именно вот в, как эта штука называется, эргономика станка, я ее так назову, пользовательский интерфейс. Все, до чего вы касаетесь руками, именно вот всякие вот эти вот детали управления станком, можно сказать, здесь не очень эргономичный, и долго работать прям массово на нем будет неудобно. Как минимум я могу сказать про вот эту вот гайку, она зажимает заднюю бабку. То есть каждый раз вместо вот такой вот удобной рукоятки, как на большом станке, вам придется отжимать эту гайку ключом. Ну что приятно, стоит этот станок практически почти в 20 раз меньше, чем тот здоровый. Так что можно немного подкопить и затарить его себе для хоббийных всяких приколов. Давайте смотреть, что он может, какие он может делать съемы, качество поверхности посмотрим, а потом какую-нибудь дичь вытворим, чтобы сломалось что-нибудь. То есть мега большую подачу какую-нибудь и мега большой съем ему бахнем. Вот. Латунь. Вот как-то вот так вот. Аж плечо хрустнуло. 1300 оборотов. Наебаться немного с ценой, стоит он 74 против 700 с чем-то у того станка, то есть в 10 раз он дешевле. А что будет, если мы возьмем съем миллиметр? Смотрите-ка. Ну, латунь миллиметр он берет. Так, по лимбам здесь получается, что умножается на 2. На самом первом станке у меня были другие лимбы, что интересно достаточно. Ну ладно, давайте 1,5 попробуем снять. Чего бы и нет. Чем черт не шутит. А я уж тот еще черт. Советскую школу резцов из, ручной заточки тоже надо пройти, чтобы понимать, под какими углами работают резцы. Лучше понять теорию резания и так далее. Но керамические, металлокерамика, из чего их там сейчас делают, хрен его поймешь на самом деле, какие-то мудреные рецепты маленьких этих вставочек резцовых. В общем, они крутые, потому что сломалась она у тебя, заменил, фигачишь дальше. Хорошая чистота поверхности. Сейчас я буду отрезать. И что тут прикольно, здесь можно выставить 20 оборотов в минуту. Сейчас вот самый-самый вообще минимум. Мы знаем, что для отрезания надо прям вообще супер кропаль оборотов подать. 20. О. И когда я начну резать, по идее, должна сработать система поддержки оборотов. Электронная, которая находится в этом станке. Еще, что я хочу сказать насчет вот этих вот шестеренок. Есть большое заблуждение, что пластик это Китай и сразу плохо. Но на самом деле, если вы посмотрите, у того же полиамида коэффициент трения 0,04. А на эвольвентах, которые друг друга толкают, у них вообще нет трения. Они прокатываются друг по другу. То есть такие шестерни должны ходить даже больше, чем металлические. Что меня удивило, здесь есть маркировка POM на шестернях, а POM пластик я вообще первый раз вижу на самом деле. Что это такое? Википедия говорит, что это полиформальдегид. Используется в деталях, требующих высокой жесткости, низкого трения и превосходной стабильности размеров. Ну, короче говоря, да, под давлением льют эти шестеренки, из-за того, что этот пластик POM, у них получаются хорошие размеры, маленький коэффициент усадки у них,
высокая жесткость и низкое трение. В принципе, что еще надо? Посмотрим, на самом деле. Возможно, какая-то шестерня посыпется. Возможно, в суппорте, возможно, в гитаре. Не знаю, но дальше. Сейчас мы пока убивать его не будем. Будем отрезать. Да, работает поддержка оборотов, только сейчас почему-то на шпинделе показывается 40 оборотов. Мне кажется, в таких границах она не очень будет корректно работать. Чуточек подбавим, я думаю, 40 оборотов на таком диаметре в порядке. Если у меня получится отрезать, это будет говорить о какой-никакой жесткости, в принципе, этого станка. Потому что если у вас станок расхлябан, забудьте вообще об отрезании. Ну что, отрезать им можно, это самая геморройная операция, на мой взгляд, не считая там всяких росточек и прочих бесовских вещей. Значит, мы переходим теперь к какому-нибудь другому материалу, ну, например, алюминий. На самом деле реально коварнейшая, сука, штука. Он вязкий, и если резец в определенный момент взрывается, там вообще кавардак наступает. Возможно, есть шанс обломать его прямо сейчас. То ли резец, то ли резцедержку. Но я надеюсь, на таком прутке его просто сломает пруток. 1300 оборотов. Погнали. Съем миллиметр. Берет. Съем 2 миллиметра. Опасно. Не совсем та подача, которая нужна, но тем не менее берет. И что самое прикольное, отрабатывает электронная поддержка оборотов. Прям слышно. Кажись, резец затупился. Сейчас проверим. Сейчас подточим. Не, алюминий тоже разматывает, но этим резцом я бы не хотел продолжать, потому что он дичайший вообще облипает стружкой и начинает мошнить вообще на заготовке. И с вашего позволения также гитару я не хочу перебирать, чтобы у нас изменилась подача. Да, алюминий, конечно, гораздо приятнее фрезеровать, чем токарить. Значит, давайте посмотрим на более большой заготовке, как себя поведет на большом радиусе при больших оборотах. Возможно, что-то будет получше, что-то похоже, что-то выпрыгнет в какую-то сторону. Не знаю. Не знаю. Как же, блядь, неудобная. Ну, почему? Вот малюсенькая доработка, блин, повысила бы комфорт. Ну, конечно, это самостоятельно уже допиливается. Без проблем. На том же самом станке можно сделать себе такую же рукоятку, вытащить и сюда ее всандалить. И опять чертова гайка. Вынимаем. Теперь поставим вращающийся центр. Но пиноль при этом надо выдвинуть на 20 миллиметров. Какое тут все миниатюрное, блин. А вот теперь попробуем миллиметр снять. На маленьком не хватало скорости.
Все, сам остановился. Электронная система поняла, что нагрузка слишком большая, и типа остановила станок и показала желтую лампочку. Ишь, ты какой? Как тебя ломать-то? Ну что ж, подачу в миллиметр он почти осилил. Сколько было оборотов? Не помню. Давайте попробуем уменьшить немного обороты и попробовать дальше снять. Затащит ли он? «520 оборотов, примерно 30 миллиметров диаметр, и он остановился опять. Ишь ты хитрец какой, а? Ну, в общем, он тянет, но останавливается. То есть миллиметр за съем для него многовато. Попробуем половинку дать. Полмиллиметра он снял. Поверхность получилась при этом черновая. Теперь мне интересно, при 2000 оборотов, если снять 2 сотки, какого качества будет поверхность? Резец вроде как, будем считать, что должен подходить. Ну вот какая-то такая поверхность получается. Какая-то такая. Вот пальцами сейчас замызгаю ее сразу. Нравится, приятно, гладко. Lathe Test Record. Есть такая штука, это его паспорт этого станка. Здесь даже с завода написали, а его поверили и написали, что у него точность, ну, биение шпинделя, параллельность суппорта, короче говоря, и всякие прочие штуки в пределах, ну, каждый в свой пределах. Типа 2 сотки, 3 сотки, 4 сотки и самое большое. Parallelism of slide motion to test bar between centers. Типа между центрами он на 7 соток вот здесь вот может типа отклоняться. Ну, а что вы хотели? Станок нормальной точности, по идее. Как его ломать-то, если он такой умный? Ну, давайте попробуем поточить нержавейку. Нет, до нержавейки дойдем. Сначала попробуем пруток из обычной какой-то стали. Снимаем десятку со стали. Неплохо. А 20-ку? Полмиллиметра. Полмиллиметра берет. Миллиметр. Полтора. Ха! Полтора не захотел. Ладно, давайте симулируем ситуацию токаря на мотало. Как вам такое дело? Знакомьтесь, это Сергей Евгеньевич, он стажер в токарном техникуме. Знаете, такой токарный техникум есть. Он пришел сегодня первый день поточить, но у него бинт на руке достаточно мощновый. Он считает, что это стильно. Посмотрим, как, что посчитает станок на этот счет. Знаете, на самом деле техника безопасности за станками – это дело такое, которое стоит изучить, прежде чем вообще начинать за ними работать. Всякие размашненные рукава, длинные волосы и даже борода – все это может закончиться достаточно печально. В инете вы можете увидеть, как чувакам вырывает бороды шлифмашинками, и если затянет в токарный станок, даже в тот, если не оторвет руку, может всего прокрутить. Я уже не говорю про всякие дипы, 16К20 и прочих зверей. Итак, я бы на твоем месте отошел бы от плоскости вращения. Она будет вот прям вот так вот и до бесконечности. Ой-вей! О!
Нет, меня это не устраивает. Сейчас я сделаю вал, который будет очень шероховатым, с возможностью зацепиться в любом месте. Мне для этого нужен голимый резец. Вот это поверхность. Дерьмище полное. Сейчас пацанам в телегу отправлю. Пусть угорнут. Так как YouTube сейчас на конкурсной основе присылает уведомления о видосах, многие люди пишут, что не видели меня по полгода. Типа, о, ты еще снимаешь видосы. Стопудовым вариантом получить уведомление будет подписаться в группу. Там, в принципе, ну не группа, блять, это группа или канал? Канал в Телеграме «Злой Крастер». Сейчас 18 тысяч человек всего, поэтому у меня есть возможность общаться. Там есть чат, и можно побазарить. Да, кстати, насчет токарки и токарей, и вообще всего комьюнити. Вы знаете, что сейчас у Бирбрайера некие проблемы с мастерской, и все средства, которые мы собрали на прошлом стриме в защиту видоса, я переправил ему, 56к. Надеюсь, как-то поможет. Вот, переходим дальше к краш-тесту. Ну, вот как-то так. Сука, пират получился. То же самое может произойти вживую. Бедный Сергей Евгеньевич. Бедный пацан. Ну-ка, а ежели мы посильнее руку закрепим? Он же еще может одной рукой работать, ну там типа ручки крутить, всякое такое. Но он решил опять нарушить технику безопасности при оборотах по часовой. Ну, как бы, как-то так. Ногами теперь может он управлять, манипулировать станком. Да, не весело, конечно. В патрон у нас установлена какая-никакая сталюка. Сейчас я включу максимальные обороты, ну или примерно там середину, как получится. И начнем подавать со съемом миллиметров 5. Посмотрим, что отъебнет быстрее. Сломается резец, отлетит резцедержка, возможно, посыпется суппорт или посыпется гитара, или еще что-нибудь, не знаю. Ну, поломался резец чуть-чуть. Застрял он там? Не, выкрашился кусок. Он останавливается сам, он не дает себя сломать. Ладно, давайте попробуем операцию отрезания. Она очень капризная, и здесь также либо сломается резец, либо отлетит державка, возможно, отколупается суппорт. Я не могу его сломать. У меня только резец сгорел. Пиздец. Он даже отрезной резец не хочет ломать. Ну давайте попробуем алюминий. Я надеюсь, в алюминии-то он завязнет хоть как-то. Оп! И он просто, блядь, выскочил. Сама заготовка, я имею в виду, просто, сука, выскочила из патрона. О, обломился резец. Меняем резец на проходной отогнутый. Безобразие! Не, короче, если мы проводим краш-тест, значит, что-то должно сломаться. И защита мне вообще не помеха. Я его сейчас разберу, мы подсоединим его напрямую и въебем. И посмотрим, что рассыпется. А то ишь, взяли за моду. Безопасно все делать. Слушай, а он как считывает? По нагреву или по току? По току, да? Не, он обороты считает. В натуре. Типа, если они резко падают, да, если он не может их вывести, он гасит. Он просто повышает немножко напряжение, он начинает крутиться сильнее из-за этого.
никаких опасностей. Итак, мистер Александр придумал следующую схему. У нас есть латтер, трансформатор, который будет понижать вольтаж из сети с 220 до, ну давайте для начала 150, наверное, поставим ему. На такой напруге попробуем. Дальше у нас есть выпрямитель тока, чтобы он ровный стал, совсем гладкий. Такой вот диодный мост. Двигатель у нас постоянного тока оказался. Давайте пробовать. Сейчас никакая защита сработать не должна, и будь что будет. Эксперименты. Черт, я без всяких кнопок стартанул. Я аж кирпичей выложил. Ну что, погнали. Ладно. Крепкий ублюдок, а? Некий краш есть, давайте смотреть. Тут пи***ц вообще. Как вы можете заметить, у нас разбило твердосплавную напайку и съела половину державки резца. Верх суппорта у нас провернуло, пошайтанило заготовку со страшными звуками, но тем не менее, да, появился небольшой люфт, его надо будет поджать, люфт направляшек. Но я думаю, что все это регулируется на самом деле и не так уж и страшно. Ну давайте еще раз попробуем другим резцом. Будем надеяться, что сейчас хоть что-то сломается, потому что ну как-то вообще не весело совсем. Если бы мне такой станок дали, когда я только учился токарить, я бы его сломал случайно. Вот в чем говно. Обратите внимание на место заготовки в районе кулачков. Здесь отчетливо видно, что она проехала почти, сколько здесь получается? Ну, градусов 60 градусов проехала. Прикол, прикол. Да, вот эта поверхность. Оп, блядь. У нас умер ремень. Станок не работает. С вас лайк за рип. Ну, на самом деле он не так уж и рип. Ничего конкретного не сломалось. Давайте смотреть. Движок у него живой. Визжал как сучка. У нас съела зубчатый ремень и шестеренку пластиковую, которая идет, которая на шпинделе, ну, типа на валу мотора находится. Как вы понимаете, это две копеечные детали, которые можно заменить, и он также будет замечательно дальше работать. Честно говоря, я офигенно удивлен. То есть, несмотря на то, что станок дешевый, его, походу, продумали и поставили защиту от долбоеба. Даже при отключенной защите, при самых жестких условиях он не рушится. Ну, катастрофически. Ничего не отваливается. Ни резцедержка, не сыпется, ни механика. Кстати, по поводу механики. Обратите внимание на пластиковые шестеренки. Они вообще в порядке себя чувствуют. Ни один зуб не скололся, нигде никаких замятин, ничего нет. Я бы рекомендовал такие станки такого класса, особенно с защитой, для тех, кто только начинает точить. Да, есть неудобства в том плане, что он без коробки, он не отличается удобной эргономикой, но его нельзя сломать, если не прибегать к издевательствам в виде подключения без защиты. Честно говоря, я ожидал немного другого. Я думал, что как минимум у нас вот эта часть сломается и отпадет, возможно, умрет суппорт. Возможно, какая-нибудь из шестерен обломится. Но умерли те детали, которые отремонтировать очень просто. То есть их очень просто заменить, ремешок, и
Вот эта вот штука. Такие вот пироги на сегодня. Если вам нравится видео такого плана, исследования станков, каких-то физических штук, явлений, эксперименты, чутка крафта, подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео. Нам нужна ваша поддержка как никогда. Надо вытащить канал, перевалить за 3 миллиона и начать крафтить такие же штуки, как аэроранец. Такого же класса. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего дня. С вами был Даня Крастер. Пока. А мне, пожалуй, предстоит сейчас все это дело очистить, собрать заново. Выбрать люфты, потому что жалко, блядь. Да, станок-то не одноразовый. Ишь, кто-то может быть дочь олигарха, я нет. Я его еще где-нибудь заюзаю. Или передам кому-нибудь нуждающемуся. Не Бербрайеру, конечно. Он слишком маленький для Бербрайера. Но я буду с ним копаться. Все, уходи.